Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. На моем канале есть несколько видео о том, как я делаю маникюр сама себе, но не было наращивания, будем исправляться. В этом видео сделаю моделирование ногтей гелем без опила. Покажу, как выглядит мой сорванный ноготь спустя 4 месяца. Помимо этого, в моей коллекции гелей пополнения, бренд, о котором вы давно спрашивали, сделаю обзор. Как всегда, будет полезно, интересно, смотрите видео до конца, подписывайтесь на канал, поехали! Так выглядят мои ногти, на них, как обычно, ужас. Они какие-то отломанные, отслоившиеся. На мизинце у меня ногтя нет, возможно, вы видели ролик на моем канале, как я вырвала этот ноготь и его отращивала. Сейчас прошло 4 месяца с того момента, как я его сорвала. Ногтевое ложе полностью отросло, даже отрос свободный край. И в том месяце я еще побоялась выполнять наращивание ногтей. Хотела, чтобы ноготь восстановился, но сейчас думаю, что вполне можно и пора. Оставлю ссылку под видео на тот ролик, где я зачищала анихолизис, потому что ногтя у меня практически не было. Я его сорвала вот так вот, был совсем-совсем коротенький. Сейчас мы видим, что структура ногтя уже восстановилась, есть продольные полосочки, ноготь глянцевый. Единственное, что вот здесь на мизинце есть борозда, но она, как видите, не повторяет форму кутикулы, то есть это не пропил. Это именно то место, на которое пришлась нагрузка, удар, то есть это место было вот здесь у меня, за задним валиком. И сейчас ноготь настолько отрос за 4 месяца. Все это время я пользуюсь специальным средством для ускорения роста, Аркада. Также про него рассказывала в том видео, где сорвала ноготь, и оно отлично восстановило его. Но сейчас выполню снятие. Один ноготь я уже ломала, перенаращивала его. Устала я делать коррекцию, ногти вот отслаиваются. Поэтому полностью все сниму и наращу заново. Обычно, когда выполняю себе коррекцию, всегда работаю в перчатке для того, чтобы пыль не попадала. То есть это не только для того, чтобы фокус не теряла камера, но и для того, чтобы кожа была защищена. И сейчас на максимальных оборотах снимаю старое покрытие, убираю длину практически полностью до натурального ногтя, оставляя небольшую подложку, которую доработаю пилкой. С этими ногтями я проходила больше 1 месяца. Некогда мне было делать себе коррекцию. Помимо этого проводила много живых курсов, много съемок, руки были целый день в перчатках. Конечно, это способствует тому, что ногти размягчаются и покрытие отслаивается. Вообще у меня часто покрытие отслаивается, и я всегда в поиске того самого материала, который будет держаться отлично. Отслойки всегда я выпиливаю кончиком фрезы по периметру, по нижней границе, а затем аккуратно приподнимаю. Никогда насильно отслойки не отрывайте, потому что они могут оторваться с частью вашего ногтя. Пилочкой для натуральных ногтей полностью убираю свободный край. Ногти натуральные у меня вверх растущие, если оставить его, то форма будет автоматически подниматься вверх. И полностью зашлифовываю поверхность. Убираю все предыдущие отслойки материала. На мизинце также полностью убираю свободный край. И шлифую ногтевую пластину длинными движениями слева направо. Кстати говоря, ноготь я вырвала несимметрично. То есть вот здесь у меня длиннее ногтевое ложе, а вот здесь короче. Но опиливаю сейчас свободный край, чтобы была симметрия. Иначе форму будет трудно подставлять. Все зашлифовала. По-моему, уже смотрится намного симпатичнее, чем было до этого. И сейчас приступаю к этапу приподнятия кутикулы. Сначала приподнимем пушером. Очень аккуратно буду работать на мизинце, чтобы случайно вдруг его не травмировать. Благодаря тому, что я пушером уберу часть птериги, мне придется меньше работать аппаратом. Пушер должен как бы проскальзывать по поверхности ногтя. Если вы чувствуете, что он где-то стопорится, то, возможно, это часть ногтевой пластины. Остановитесь, уберите это при помощи фрезы, но не ковыряйте. У меня всегда проблема именно с птеригием, потому что кутикулы не так много нарастает, а вот этой кожицы, стелющейся на ногтевую пластину, много.
Для приподнятия кутикулы буду использовать алмазную насадку «Пламя». Она с красной насечкой. Сейчас она потемнела от сухожара, но абразив красный, то есть мягкий. Выставляю небольшую скорость 15-17 тысяч оборотов. И на каждом этапе важно хорошо оттягивать кожу кутикулы. У меня глубоко посажена ногтевая пластина, глубокие пазухи, поэтому лучше выбирать насадку с небольшим диаметром. Например, 0,21, 0,18. Не больше, ни 0,23, ни 0,25. Особое внимание уделяю зоне синусов, потому что в них забиваются кусочки птеригия. Когда закончил с обработкой всех левых сторон, переключаю направление вращения, реверс, и прохожу правые стороны. Правый синус само себе очень тяжело оттянуть, иногда для этого использую мизинец, оттягивая кожу наверх. У меня очень глубокий подкутикульный карман, поэтому первым проходом я отделяю кутикулу от ногтевой пластины, потом оттягиваю ее и прочищаю глубже. Приподняла кутикулу, будем ее срезать ножничками, но перед срезом лучше нанести средство ремувер, которое увлажняет кутикулу. Потому что сомневаюсь, что я все абсолютно убрала, так мне хотелось, чисто. Да и кутикула у меня очень тоненькая, ее практически нету. И если срезать на сухую, она срезается такими мелкими-мелкими кусочками, не единым срезом. Жду минутку буквально. Теперь возьму пушер. У меня вот такой от Starex с очень интересным колечком. Оно само вот здесь тупое, а острая часть находится внутри. И когда я его завожу под кутикулу и делаю движение на себя, счищается птеригий. Но здесь мне просто больше убрать какие-то небольшие фрагменты кожи. Я вот таким вот образом ввожу, еще сильнее отталкиваю кутикулу. Теперь использую средство от Vogue, дегидратирующий тоник для рук. Он содержит воду, увлажняет кожу и, получается, нейтрализует действие ремувера. После чего возьмем ножнички и срежем кутикулу. Я говорю, тут совсем практически нет, особенно на вот этом мизинце. Здесь кутикула, на удивление, отрастала совсем немного. Я думаю, из-за того, что я регулярно применяла средства, этот активатор роста, он ее увлажнял. Она заметно отличалась от других ногтей. Итак, по одному ноготочку продолжаю идти дальше. Все вычищаю, отодвигаю еще сильнее кутикулу, дегидратирующим тоником увлажняю, вытираю и произвожу срез. Кажется, да, что кутикулы нету, но есть небольшая полосочка. А ножницы у меня со скругленными концами. Подписывайтесь на мой инстаграм, там вас ждет еще больше полезной информации. Срезала кутикулу, теперь пойду помою руку для того, чтобы убрать остатки ремувера, чтобы он дальше не продолжал воздействовать на кожу. Смыла ремувер, теперь обезжириваю ногтевую пластину тщательно. Обычно еще вот так прохожу прямо под кутикулой, чтобы там не было пыли. И наношу необходимые адгезивные препараты. Это дегидратор. На безымянный дегидратор наносить не буду, он такой побелевший, то есть иссушенный. Признаться, не помню, какую базу использовала в последний раз, то есть почему так ноготь побелел. Бескислотный праймер, который улучшит сцепку. Хотя, если вы смотрели ролики, как я выполняю сама себе маникюр, то уже знаете, что у меня всегда все плохо держится, все отслаивается. То есть это норма, я уже к этому привыкла. И причем так было всегда, даже когда я начинала наращивать ногти. Это было очень давно, ходила к мастеру. Тем не менее, все равно были какие-то отслойки. Видимо, из-за того, что ногти тонкие и сильно гнутся, материал не может также сгибаться с натуральным ногтем. И в виде базы для своих ногтей я выбрала вот такую Eco Base. Она низкокислотная. Отжимаю сильно-сильно кисть во флаконе. Для удобства положу свою руку на лампу, чтобы вам также было видно. Полностью промазываем. База эта подобна резине. Она очень пластичная и липкая. Как раз идеально подходит для проблемных ногтей. Наношу базу на свой мизинец, который 4 месяца не видел никакого покрытия. Очень интересное чувство. И отправляю в лампу на просушку на 30 секунд. Отдельно наношу базу на большой ноготь и просушиваю. Мне пришли новые гели от компании Optia. Вы давно просили сделать обзор на них, и я решила, почему на себе не попробовать. Здесь у меня акригели и гели. Давайте посмотрим поближе, как они выглядят. Здесь у меня 3 геля, из них 2 самовыравнивающиеся и 1 густой.
Консистенция желе, тон номер 3. Сейчас попробуем его выложить. Абсолютно никуда не течет, отлично подойдет для выкладных френчей. Новичку не просто будет работать такой консистенции, потому что она не разравнивается. Я люблю работать с гелями желе, получается достаточно быстро, особенно актуально для подложки в наращивании ногтей. Можно выложить ее сразу на несколько ногтей, на все, например, 4, и просушить. С таким гелем важно быть всегда в контакте кистью, не отрывать ее, чтобы не было бугров. То есть такой гель густой консистенции на любителя. Следующий гель у нас саморазравнивающийся. Это тон номер 6. Я специально здесь вырезала небольшое отверстие для того, чтобы гель не растекался по бокам. Других почему-то я не додумалась этого сделать. Такие гели саморазравнивающиеся подходят для техники моделирования без опила. Для этого нам сначала нужно увлажнить поверхность, затем уже набрать нужный размер капли, поставить и разровнять. Сейчас у меня гель немного гуще, чем есть на самом деле, потому что постоял в холодном помещении, но на самом деле его консистенция немного жиже. Приятный такой персиковый цвет, он подойдет на теплый оттенок кожи. Тон номер 7, мне кажется, еще даже более бежевый, чем предыдущий. Сначала просто промажем и поставим каплю. Да, при сравнении с предыдущим оттенком он более бежевый, а предыдущий более розовый. Молочный гель сейчас безумная популярность на такие оттенки. Классно использовать как самостоятельное покрытие, например, потом сделать какой-то дизайн в виде абстракции или стемпинга. Обычно молочные гели после просушки имеют свойство желтеть. Сейчас мы посмотрим, как он себя поведет. Смотрим на просушенный белый. Но есть у него, да, небольшое пожелтение, хорошо просох материал. Давайте сравним с содержимым в баночке. Вот он был такой яркий и стал все-таки желтоватый. Разница очевидна. Далее у меня два акригеля, прозрачный, очень мягкий, тянется. Скорее всего, предполагаю, что он пластичный. Такой мелкозернистый. Посмотрим, как он в выкладке. Да, очень мягенько разглаживается кистью. Не залипает. Ну, очень приятный акригель, мне нравится. Можно попробовать сделать, например, укрепление им также в технике без опила, если хорошо выгладить поверхность. Излишки можно убрать. И в принципе прозрачность у него тоже хорошая. Акригель камуфлирующий, тон номер 4. Такой интересный оттенок, розово, даже немного фиолетовый. Ну, акригель очень мягкий, конечно, очень-очень мягенький, непривычно даже. Думаю, что для укрепления натуральных ногтей вообще будет идеально. Также очень нежно распределяется, как и прозрачный. Мелкая фракция акриловые крошки. Я люблю такие акригели. Удобно, что находится в баночке, не нужно будет выдавливать из тюбика. Взял необходимую горошинку, уже положил на ноготочек. И в принципе цвет даже очень такой, тоже приятный. И плотный, не полупрозрачный, что немаловажно. Здесь у нас два акригеля, гель-желе, молочный саморазравнивающийся гель, розовый и персиковый. Напишите в комментариях, пробовали вы уже гели от Optia, понравились они вам и какой из цветов нравится больше всего. А я, пожалуй, сегодня в работе буду использовать вот этот гель для наращивания, он будет больше подходить к моим ноготкам. Выполнили всю основную подготовку перед моделированием, и самое интересное – это постановка шаблонов. Я буду использовать пластиковые, их можно подставлять несколько раз. Убираю серединку, скручиваю, подставляю к ногтю. У меня все ногти вверх растущие, только указательный более ровный, поэтому на него я буду ставить форму также ровно. В принципе, линия улыбки у меня совпадает. Мне нужно отметить, где будут насечки от точек в роста под углом 45 градусов. Вот так. Вырезаю ушки. У меня объемные валики, поэтому ушки будут такими конкретными. Делаю контрольную проверку. Вижу, немножко вот здесь я ошиблась с насечкой. И подрезаю дополнительно. Снова контрольная проверка. Теперь форма отлично стоит.
нет зазора между ногтем и формой. Центральная линия на форме совпадает с центральной осью пальца. В принципе, можно сразу сделать такие заготовки из шаблонов, а потом их подставлять. Так вам будет проще. Давайте продолжим. Конечно, я хотела обойтись несколькими формочками, но для того, чтобы вам было понятнее, сделаем следующим образом. На среднем, который сильно растет вверх, формочку я хочу с небольшим наклоном вниз поставить, потому что у меня обычный салон и натуральный миндаль. И при этом мы с вами видим зазор, щель по сторонам. Мы всегда с вами убираем то, что нам мешается, а сейчас мне мешается форма вот в этих местах. Поэтому моя задача сделать вырез не глубже, а более плоским. То есть убираю боковушечки. Вот у меня какой вырез, смотрите, такой П-образный получается. И теперь, если я подставляю под небольшим наклоном вниз, у меня нету зазоров. Вот так. Запоминаю, где сделать насечки. Здесь вот от второй линии, здесь от первой. То есть не обязательно отмечать насечки на форме, можно просто глазами запомнить, где они должны быть. Вырезали. Контрольная проверка. Все совпадает по точкам роста, центральная линия. И следующую форму. Скручиваю формочку, давайте подставим на мизинец. Линия улыбки совпадает. Запоминаю, где нужно делать насечки. Уши уже вырезаю меньшего размера для мизинчика. Вот так. Подставляем всегда в скрученном состоянии. Все отлично. Подготовила все шаблоны. Большой, указательный, средний, безымянный и мизинец. Кстати, базу можно было носить чуть позже, потому что у меня уже какая-то прилипла пыль. Можно обезжирить, не переживайте, сцепка от этого не ухудшится, база ваша никуда не денется. Все, обезжирили, и теперь можем приступать к постановке форм. Начнем с вами с указательного и среднего. Снимаю очень аккуратно форму с подложки, склеиваю ушки четко один к другому. И поскольку у меня форма миндаль, склеиваю формочку в острый треугольничек. Вот так она выглядит. И сейчас держу ее двумя своими, ушки раскрываю в сторону, нажимаю указательным по центру и подставляю формочку. Подставила, отрегулировала наклон формы, поставила ровно на указательный, приклеиваю задние ушки на пальчик. Обязательно всегда отворачиваю от себя, чтобы посмотреть на симметрию. Склеиваем задние ушки и обжимаем. Обжимаем в такую остренькую иголочку. Вот так выглядит форма. И чтобы не тратить время, сразу устанавливаю на средний. Отклеиваю ушки один к одному. Острый треугольничек к свободному краю. Раскрываю. Подставляю под ноготок. Выставляю нужный угол шаблона. Приклеиваю вдоль своих пальчиков нижние ушки и обжимаю. Если формочка уходит в сторону, можно отклеить ушко, натянуть его так, как надо, и зафиксировать. Благодаря тому, что я сделала выточки под боковые валики, форма стоит не раскрыта, не плоская, а вот здесь имеется арка. Посмотрите, нет никаких щелей, зазоров между формой и ногтем. А с такими пластиками формами будет очень удобно работать новичкам, потому что эти формы легко раскрываются, можно переставить на следующий ноготь. Например, я иногда себе все три ногтя, указательный, средний и безымянный, наращиваю одной формочкой, чтобы их просто не тратить. И приступаем к выкладке материала. У нас это камуфлирующий гель от Опция, самовыравнивающийся, оттенок номер 6. И выкладку мне на себе удобнее производить тонкой кистью, потому что я могу сразу очертить свободный край. Набираю капельку, ставлю вот так руку к себе. Капельку кладу на свободный край, на место перехода натурального ногтя и распределяю. Тщательно закладываю материал в точке роста, промазываю с одной, с другой стороны. Завожу материал на натуральную ногтевую пластину и делаю плавную растушевку. Теперь вытягиваю форму и длину. Сразу такую длину, которая будет потом. У меня будет форма миндали или такой зауженный овал. Не нужно выкладывать лишнее. Обязательно контролирую материал по боковым сторонам, чтобы сначала была ровная прямая, а затем плавный подъем к свободному краю, вот здесь. Все излишки с боков перетягиваю к центру, на это место. Подложка у меня сейчас такая не тонкая, потому что я хочу сделать технику без опила. И отправляем в лампу на просушку на 1 минуту. Я читала много отзывов, что эти гели гипоаллергенные и не жгут при полимеризации. Сейчас я чувствую небольшое тепло, но, несомненно, не такое сильное, как обычно. Поверьте, на своих тонких ногтях я чувствую абсолютно любое жжение. Просушили минуту и выкладываем на следующий ноготь. Выкладываю на свободный край по такому же принципу.
Теперь важно выложить одинаковую длину, так же как на безымянном. Единственное, можно сделать на среднем немного длиннее, буквально на 1-1,5 мм, потому что сам по себе ноготь шире. Если вам трудно пока что ориентироваться, пожалуйста, не смотрите на разметку на шаблоне, потому что она может ввести вас в заблуждение. Мы формочку подрезаем, на некоторых ногтях не подрезали. И не совсем верно ориентироваться по отметкам на форме. Лучше использовать для этого циркуль, измеритель. Некоторые отмеряют по апельсиновой палочке, запоминают длину. Или можно взять испорченный шаблон и по линеечке его отмерить. Обязательно кладу палец на бок. Прямо крутите себя во все стороны, чтобы вам было все видно. Сделала ребро жесткости. Вот у меня вот такая линеечка от какой-то старой формы. Я ставлю кутикуле, смотрю, какой же длины у меня ноготь, где-то до 8. Ну да, сделаем подлиннее. Лучше лишний раз отмерить и правильно выложить, чем потом тратить время на опил. А если мы будем убирать длину, то у нас неизбежно появится толщина. По форме все хорошо. Перетягиваем материал к центральной части, вот сюда. Прекрасно он разравнивается. Сейчас материал уже нагрелся и более податливый. Отправляем в лампу на просушку на 1 минуту. Конечно, самой себе неудобно наращивать ногти, формы норовят прилипнуть к вам, к перчаткам, как-то неправильно встать. Напишите в комментариях, выполняете ли вы сами себе наращивание, или же все-таки предпочитаете довериться профессионалу. Установила формы на безымянный и мизинец, теперь ставлю пальчики ровно, смотрю, чтобы формы шли параллельно друг другу. Никакая форма не заваливалась друг на друга. Если стоит неровно, отклеиваю ушко, поправляю так, как надо, и фиксирую его. Продолжаем выкладку материала. Достаю руку из лампы и всегда подклеиваю эти пластиковые формы, потому что после нагрева они постоянно расклеиваются. Мизинец у меня будет чуть короче. Наверняка вы обратили внимание, что ногти под ложку я не поджимала. Если вы поставите правильно форму, то в этом принципе не будет никакой необходимости. Самое главное их вовремя поджимать, чтобы они не расклеивались. Ну, а мизинец, конечно, просто опасно поджимать. Не буду рисковать, пусть остается таким. Вот такие у нас получились подложки, тоненькие. Теперь необходимо снять шаблоны. Хорошо их сжимаю под пальцем и опускаю вниз. Они очень легко отходят, потому что они пластиковые. То есть буквально за несколько секунд. Обезжирим и подпилим форму. Подложки тонкие, будьте аккуратны, чтобы случайно не сломать. Теперь каким образом опиливаем? Я ставлю пилочку под ноготок, вот так. Завожу ее туда, нажимаю на валик и опиливаю ровную прямую линию. И затем плавный подъем наверх. То есть такая плавная линия должна получиться. С другой стороны также кладу палец на бок. Надавливаю, ровная, прямая, плавный подъем. Смотрю в торец, чтобы нижние параллели были на одном уровне. И при виде сверху подравниваю форму, так же, как мы это делаем на натуральных ногтях. Мне стоит совсем немного подровнять. Торец у нас тоненький, где-то 0,5 мм. Сравниваю с безымянным. Безымянный чуть-чуть короче, подуберу указательный. Во время пила вот здесь может образоваться толщина, можно ее смахнуть вот таким вот образом к центру, но здесь у меня в принципе такой толщины нету, ногти тоненькие. И приступаем к опилу следующих. Нравятся мои ролики, хотите знать больше о маникюре, предлагаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 онлайн-курсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Для подробностей переходи по ссылке в описании. Придали форму подложки. Теперь убираю оставшуюся пыль, обезжириваю. У нас уже такие как будто бы будущие ноготки. Быстро очень мы опилили. И приступаем к выкладке основного объема материала. Но это будет сложно сделать в один шарик. Поэтому мы разделим с вами на 2 этапа. Первым достраиваем центральную часть. И затем уже архитектуру от кутикул до свободного края. Набираю небольшую каплю. И ставлю вот сюда в центральную часть. Распределяю. Здесь можно долго с этим моментом
этом не сидеть, поскольку материал будет внутри. Важно хорошо распределить, чтобы не было четкого перехода. И стянуть вот таким образом. Если положить очень объемно материал, он может просто не просохнуть в лампе. Визуально он будет казаться просушенным, но внутри будет сырая начинка. Такой недозаполимеризованный материал может влиять на состояние ногтевой пластины. Можно помочь подправить себе тонкой кистью, но опять же не увлекайтесь, потому что это не основная архитектура. И отправляем в лампу на просушку. Во время просушки обязательно уберите гель в сторону, для того, чтобы туда не попал свет, иначе он заполимеризуется и станет твердым, как стекло. Просушили материал и теперь достраиваем высоту. Сначала увлажняем ноготь, подходим в стык кутикуле, полностью промазываем, делаем такой увлажняющий слой, набираем каплю большего объема, ставлю теперь ее уже на наивысшую точку, вот сюда, и под углом 45 градусов распределяю материал к кутикуле. Такими шагами вперед-назад, и материал самостоятельно легко распределится. На боковые стороны много уже не наношу, там и так все прекрасно. Стягиваем материал, кончик. Торец должен остаться тонким, около 1 мм. И теперь вот такими движениями слева направо, зигзагообразными, разравниваю покрытие, наподобие тому, как мы делаем выравнивание ногтевой пластины базой. Помогаю себе тонкой кистью в труднодоступных местах, например, вот где боковые стенки ногтя. И важный этап переворота руки для формирования архитектуры. Мизинцем делаю опору и кончиком кисти, сильно не проникая в материал, распределяю гель к наивысшей точке. Когда продольная арка сформируется, тогда отправляем на просушку. Для оценки ровности поверхности подношу лампу с круглым плафоном, оцениваю блик. Если он не преломляется, ровный отправляем на просушку. Делаем выкладку на остальных ногтях, также промазывая поверхность. Тщательно прокрашивайте места в синусах. Из-за того, что не доводят мастера материал, часто бывают отслойки. Если неудобно, то туда лучше зайти тонкой кистью. На указательном ногте я постараюсь сделать архитектуру в 1 каплю. То есть, если у клиента ногти более узкие, то можно попробовать сделать это в 1 капельку. Пока что материал стек по бокам, соответственно, переворачиваю руку для разравнивания материала. Средний ноготь более широкий, работаю в 2 этапа. К тому же вот здесь есть небольшая неровность на поверхности, нам удобно будет ее заложить, чем сделать это одной единой каплей. Просушиваю промежуточный слой, затем выстраиваю архитектуру. Если вам жжет покрытие, доставайте обязательно руку из лампы, не терпите жжения. Многие этого не знают, думают, как по принципу йода. Если жжет, значит лечит. Но нет, здесь в нашем случае противоположно. Не лечит, а калечит. Возможно, будет ожог ногтевой пластины и неприятные последствия. Кстати, если вам неудобно выполнять подложку из геля, вдруг у вас гель растекается, то вы можете взять акригель, сделать им подложечки, опилить, а затем вот так в технике без опила выровнять гелем. Базу для таких целей лучше не использовать, она очень пластичная и на большой длине будет ноготь изгибаться. Если видите какой-либо затек, обязательно убирайте его апельсиновой палочкой, не отправляйте на просушку, потом будет трудно их выпилить, а каждый затек станет будущей отслойкой. Мне не просто показать вам выравнивание на себе, самое главное, приподнимите кончик ногтя таким образом, чтобы ноготь был под углом 45 градусов к столу, и аккуратно кистью, едва касаясь, перетягивайте материал на новую наивысшую точку. После переворота оцените блик. Долго с этим моментом также не сидите, потому что материал начинает растекаться. Не переживайте, если вдруг блик не получается. Вы всегда после моделирования можете снять липкий слой и произвести опил. Закончила с выкладкой, все окончательно просушила. Конечно, в такой технике без опила или с минимальным опилом работать сплошная красота. Сейчас снимаю липкий слой и немного пилочкой доравняю там, где неровно, смотрю на среднем, небольшой затек, видимо, я палец в лампу поставила не совсем ровно. Ну или вдруг, если у вас получились такие затеки, я говорю, не расстраивайтесь, все поправимо. Берем пилочку и вот такими движениями к центру убираем наплыв по бокам. И бывают такие натеки по боковым сторонам, также их выпиливаем.
Теперь обезжириваем, и далее вы можете уже покрывать ногти цветом или делать любой дизайн. Честно говоря, я уже подустала от дизайнов, поэтому оставлю ногти такими, мне кажется, очень красивый, благородный оттенок. И вообще, мне кажется, когда ты только начинаешь заниматься маникюром, тебе в удовольствие переделывать ногти чуть ли не каждую неделю, но когда ты уже долго в этом крутишься, как-то все реже хочется к этому возвращаться, и все меньше хочется воплощать на своих ногтях какие-либо дизайны. Поэтому перекрою его топом. Топ использую тот, который не дает желтизны, не хочу, чтобы оттенок изменился. В общем, понравилось мне работать этим гелем, он отлично разравнивался, создавая ровный блик, не сильно текучий, не затекал у меня по боковым сторонам или на кутикулу, очень комфортный. Покрываю сразу по несколько ногтей и отправляю в лампу на просушку. Вот что у меня получилось. По-моему, цвет отлично подходит к коже рук, прям такой нежный, как я люблю. И самое главное, это мой любимый размер, как в том самом мультике про Винни-Пуха. Выполнила наращивание. Результатом формы длиной я очень довольна. Ставьте пальчик вверх, если вам понравился результат. И напишите в комментариях, делаете ли вы сами себе наращивание или предпочитаете отдаться в руки профессионалу. Очень интересно узнать. Ну а я желаю всем успехов в работе. Счастливо! Пока-пока!